Чуваки и чувихи, мужики и бабы, деды и бабки. Мы приглашаем вас на наш концерт «И чем торчать у своих телевизоров». Приходите 5, 6, 7 числа в ДК Горбунова, где вы услышите все лучшие песни из наших всех альбомов. Ты со мною забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном. Грязные, потные, рваные, вонючие носки. И мертвый месяц еле освещает путь. Полагаю, мало кто станет оспаривать тот факт, что воронежская группа «Сектор Газа» получила статус легендарной еще при жизни ее отца-основателя Юрия Николаевича Клинских. И это при том, что «Сектор» практически никогда не был коллективом единомышленников. Начиная с самого 1991 года Юрий писал альбомы с гитаристом группы Рондо Игорем Жирновым, а музыканты, за редким исключением, сопровождали своего лидера лишь на гастролях. Можно сказать, что «Сектор Газа» — это сольный проект Юрия Клинских, что, впрочем, не помешало коллективу получить всенародную известность, причем с диаметрально противоположными взглядами. Кто-то восхищался песнями «Сектора» и признавал их просто шедеврами, а кто-то искренне ненавидел, считая их вульгарными, пошлыми и не имеющими никакого отношения к искусству. На сегодня лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, больше известному под псевдонимом Хой, могло бы быть 60 лет. Однако рок-музыкант не дожил до этой даты, он внезапно умер 4 июля 2000 года в возрасте 35 лет. Но также бытуют версии о его убийстве. У певца остались жена Галина и две дочери, Ирина и Лилия. Как сегодня живут наследницы и бывшая жена знаменитого Хоя, а также его любовница, расскажу в этом видео. Юрий Хой официально был женат лишь однажды. С супругой Галиной он познакомился в деревне. Будущая звезда сцены отдыхал там у бабушки с дедушкой, в то время как девушка оказалась в местном колхозе на уборке свеклы. Вот такая была практика тогда в ПТУ. Юрий и Галина начали вместе гулять, а когда она не хотела идти, Юрий пел ей песни под гитару. Одну из песен она помнит до сих пор. Именно эта песня под названием «Милая» была опубликована в 2015 году в альбоме «Вой на Луну». Хой сочинил ее еще до армии, и она навсегда запала в душу Галине. Кроме этого, имя жены звучит и в другой композиции Клинских под названием «Ночь перед Рождеством». После прогулок и песен летними вечерами у пары закрутился роман. По словам Галины, он был скромный, добрый и совсем не умел ухаживать. Вскоре Юрия забрали в армию на Дальний Восток, а она ждала его прихода и писала письма. После возвращения Юрия из армии они сыграли свадьбу в Воронеже. Свадьба прошла, как и у всех простых советских граждан. Юрий устроился на работу в ГАИ, и вскоре у них в 1986 году родилась дочь Ирина, а в 1995 году у них родилась вторая дочь Лилия. Юрий очень любил своих детей и как мог заботился о них. Однако назвать этот семейный союз идеальным вряд ли можно было. Разгульный образ жизни и постоянные гастроли лидера «Сектора Газа» то и дело провоцировали конфликты между супругами. За несколько лет до смерти Клинских у певца появилась молодая любовница Ольга Самарина, от которой он то уходил, то снова возвращался. Когда у Юрия появилась любовница, Галина предложила развестись, но он не согласился. Хой не собирался бросать жену и детей. К счастью, в свой любовный треугольник Хой никогда не втягивал детей. Что касается дочерей, Юрий проявлял себя как заботливый и внимательный отец. Когда он приезжал, это всегда было для нас событием. Мы очень ждали. Каждый приезд папы заканчивался семейными прогулками, покупками, было весело и интересно, вспоминала старшая наследница артиста. Дома Юрий был абсолютно не таким, как на сцене. При дочках и жене бунтарь Хой никогда не ругался матом. Я всегда поражалась, насколько энергетика на концертах у отца была бешеная. Люди его чувствовали и думали, что он такой и в жизни. Но нет, он был совершенно другим. Просто у него сложился такой сценический образ, уверяет Ирина. Клинских не стало, когда ей было всего 13 лет, а Лилии 5. Страшную новость девочки узнали, находясь в гостях у бабушки. В тот день я была сама не своя. Весь день плакала, как будто чувствовала, что-то произойдет. У нас в поселке был пятачок, где собирались все ребята гулять, играть, кататься. На этом месте я ждала папу. Он должен был приехать в тот день. Его все не было и не было. Ближе к ночи я увидела машину, но из нее вышел не отец.
а звукорежиссер «Сектора газа» Андрей Дельцов и жена папиного брата. Они в обычной жизни никак не могли пересекаться, поэтому я как-то сразу поняла, что случилось, вспоминала Ирина в интервью. Подростку смерть отца нанесла сильную травму. Девочка даже на время забросила школу. Полгода втайне от мамы она прогуливала уроки. Классному руководителю пришлось привлекать вдову Хоя, чтобы решить проблему. Кстати, сама Галина Клинских после смерти супруга замуж так и не вышла. И до сих пор хранит сценические костюмы мужа в память о нем. Проживает на данный момент с младшей дочерью Лилией. Обе дочери помогают маме. Вдова музыканта не собирается больше выходить замуж. Она любила лишь одного мужчину в своей жизни и осталась ему верна. Галина активно участвует в воспитании своего внука. Она не работает и занимается домашними делами, получает часть авторских отчислений мужа и помощь дочерей. Но перед тем, как перейти к дочкам Хоя, я бы хотел рассказать также о такой женщине, как Ольга Самарина, которая хоть и не являлась законной женой Юры, но сыграла важную и, возможно, ту самую роковую роль в его действительно короткой жизни. И была с Юрой в последние минуты его жизни. С одной стороны, Самарина действительно познакомила Юру с барменом, который и угостил музыканта той самой отравой. С другой, Хой был взрослым человеком, который все же сам делал выбор. Но в одном он никак не мог определиться. На закате дней долгое время он жил с Ольгой и вместе с тем постоянно навещал семью, словно желал вернуться к Галине. Это еще одна причина, по которой Самарину не взлюбили. Разрушила чужое семейное счастье, говорят поклонники, но при этом не перестают интересоваться, как же сложилась жизнь женщины после кончины Хоя. С Хоем Ольга познакомилась на концерте «Сектора газа» в Москве. На тот момент у 27-летнего музыканта уже была семья, жена и дети. Ольга же совсем еще юная, 16-летняя девушка из столицы, которая не прочь покутить. Несмотря на разницу в возрасте, эти двое обнаружили нечто притягательное друг в друге. Нам просто было хорошо вместе. Мы оба были раздолбаями, на одной волне плыли. Правда, Юрка бабами был избалован, жестоко тусил с ними поначалу, рассказывала в своем интервью Ольга. Многие считают, что именно она разрушила семейное счастье Юрия и Галины. Сама Самарина утверждает, Хой и без нее изменял своей жене. Когда лидера сектора газа не стало, Ольгу начали обвинять во всех смертных грехах. Многие по сей день уверены, что именно она виновата в кончине Хоя, и что без нее жизнь Юрия сложилась бы совершенно иначе. Самарина утверждала, что она здесь ни при чем, но ей никто не верил. Музыканты группы перестали с ней общаться. Многие знакомые отвернулись. О себе лишний раз Ольга старается не напоминать, словно ушла в тень. Поэтому детали ее частной жизни остаются тайной. Однако время от времени в интернете появляются фотографии женщины, которые позволяют иметь хоть какое-то представление о ней. Если верить некоторым источникам, Ольга вышла замуж и у нее есть сын, но жизнь у женщины не заладилась. Она осталась со старенькой бабушкой, которая не может ходить и ухаживать за ней. Живет в Москве, от веществ давно отказалась, но вот они, по всей видимости, как мне кажется, не прошли для нее бесследно. Многие пользователи недоумевают, почему Ольга выглядит старше своих лет. Женщина родилась в 1975 году, но на снимках, которые просочились в интернет, она похожа на очень зрелого возраста даму, как говорят люди. В 2019 году Самарина побывала на кладбище в Воронеже, где навестила Хоя и музыкантов сектора газа. Интервью Ольга дает мало, устала от однообразных вопросов и от того, что потом все ее ответы воспринимаются публикой в штыки. Самарина утверждает, что когда они с Юрием познакомились, его брак с Галиной уже трещал по швам. При этом сама Галина Клинских рассказывала, что узнав о том, что ее муж завел бурный роман на стороне, чуть с ума не сошла от досады и обиды. Она даже была инициатором развода, но Хой противился, все еще думал вернуться в семью. Публика не любит Самарину, ее винят в гибели Хоя. Она же в свою очередь обвиняет во всем Галину, якобы та хотела вернуть мужа в семью при помощи черной магии, к бабкам каким-то ходила и в конечном итоге решила, раз Юра не достался ей, так пусть не достанется никому. Так звучит версия Самариной. Так или иначе, а именно Ольга остается единственным человеком, который действительно знает, как завершила жизнь легендарного музыканта. Она была с ним в последнее мгновение его жизни и все видела, но наотрез отказывается рассказывать, коротко заявляя, плохо ему было, от скорой отказался, кровь как кипяток говорил.
Поклонники Хоя считают, что Самарина явно что-то не договаривает, но кажется, этого мы уже не узнаем никогда. Дочери певца живут в его родном городе Воронеже. Младшая Лилия окончила экономический факультет ВГУ, работает в банке и общение с прессой избегает. Старшая Ирина, наоборот, часто дает интервью. Она тоже получила высшее образование. За плечами учеба на факультете дошкольной педагогики и психологии ВГПУ. В 2011 году родила сына Матвея и единственного внука Хоя. Ирина делает все, чтобы сохранить творческое наследие отца. Дочь принимает участие в организации концертов в память об отце и сама также активно выступает с участниками коллектива «Сектор газа» на сцене, в том числе в качестве исполнителя, а также работала и приняла участие в панк-опере «Кощей Бессмертный» по мотивам одноименного альбома группы «Сектор газа». Этот проект даже подтолкнул ее к тому, чтобы начать петь. Ирина в соавторстве с Романом Богословским выпустили книгу «Хой. Опасный путь через туман», куда вошли его рукописи, черновики и фотографии. Это тексты песен, и плюс у него есть заметки в тетрадях, расписанные по годам. В свое время он начал вести такой мини-дневник. Кстати, там есть тексты песен, которые никто никогда не видел. Делилась подробностями Ирина старшая. Старшая дочь Юрия – человек поистине уникальный. Все большие мероприятия и фестивали под знаменами «Сектор газа» последних лет – это в том числе и ее заслуга. Благодаря поддержке друзей и близких людей Ирина старается, чтобы память о ее отце жила. И это прекрасно, что ей это удается. Разумеется, есть достаточно много скептиков, подозревающих организаторов подобных мероприятий в желании заработать или критикующих идеи концертов с голограммами. Но когда подобное мероприятие собирает аншлаг в самом большом столичном клубе вместимостью 8000 человек, вряд ли стоит обращать на это внимание. Написанная самой Ириной в соавторстве с Романом Богословским книга – еще одна дань памяти ее отцу. Это тоже очень хорошая хронологическая история «Сектора газа». Читателю дается уникальная возможность понять, как творчество Юрия оценивает один из самых родных ему людей – его дочь. С этой точки зрения «Опасный путь через туман» особенно интересен. К сожалению, данная книга вышла всего лишь спустя несколько месяцев после книги Дениса Ступникова «Юрий Хой и группа «Сектор газа». Возможно, поэтому она хоть и произвела приятное впечатление, но все же не столь сильно, как работа Ступникова. Тем не менее, работу Ирины Клинских можно смело рекомендовать к ознакомлению. В ней вы найдете немало интересного. Если вы ценитель творчества Юрия, старшая наследница Хоя была замужем, но развелась и теперь воспитывает сына Матвея одна. Она уверяет, что мальчик, несмотря на юный возраст, прекрасно знаком с творчеством своего дедушки и даже подумает взять его фамилию. Матвей сам проявил инициативу, я не давлю на него, но была бы рада, если бы фамилия Клинских продолжила жить, говорит Ирина. Ты со мною забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. И мертвый месяц еле освещает путь.